Всем привет, с вами Макс Гюнтер, и мы продолжаем играть в Calvino Noir. Надо сказать, что достаточно давно не записывал я эту игру, но сами знаете, были всякие другие игры. Так, тут же можно вкачиваться, да, на самом деле, на те монетки, что мы нашли. Это у нас что такое? Это, наверное, скорость, а нижний показатель это, наверное, то, насколько мы сильно шумим. Давайте, наверное, вкачаем сюда по полной. А все, больше нельзя, видите, нужно все понял. Ну, ладно. Так, тогда смотрим, что у нас там. Помню, последняя миссия была на винном заводе, по-моему, что-то такое. Эхо залитой ночью улицы. Акт 1, глава 3. Кстати, у нас, оказывается, работает геймпад. Do you mind? What is this place? Что это за место? National Science Academy. Это Государственная Академия Наук. Прежде чем ты побежишь искать I want to check something in the patent office here. Игнатца в отеле, я хочу проверить кое-что в бюро патентов. If those canisters were made in this country, this archive will tell us where. Если канистры были произведены в нашей стране, то из архива мы узнаем, где именно. I doubt we can walk in with our stolen canisters and ask to do a research project. Сомневаюсь, что мы сможем взять и зайти с нашими украденными канистрами и подать заявку на проведение исследований. Okay, we go in quiet. Anna, what do we need? Хорошо, мы зайдем тихо. Арно, что нам нужно? 30 minutes in the main archive room should be enough. I need to check the canister serial numbers against the National Factory database. 30 минут в главной архивной комнате должно хватить. Мне нужно проверить, есть ли фабричный номер канистр в государственной базе данных заводов. It's on the top floor under the observatory. We can take the Она lift. находится на верхнем этаже под обсерваторией. Мы можем подняться на лифте. Так, только что-то я не вижу, где тут. Ну ладно, я просто не помню. Было же, по-моему. Так, ладно. Ой. Сиска может открывать запертые двери. Понятно, но как нам лифт-то открыть? Наверное, Арно. Do you mind? Не, давайте-ка я лучше, наверное, буду без, с геймпадом что-то как-то. Начали уже на клавомыши, давайте на клавомыши и будем, собственно, играть. Все должно быть здесь. Так, наверх, да. У нас смена. Блин, а если... Подождите. Не. Ну ладно. Так, а кто у нас сейчас, собственно? Блин, там же дверь была. Нужно было, наверное, дверь завязать как-то. Ну, наверное, нам это не... What happened? Are we stuck? Что случилось? Мы застряли? I'm guessing by the sound that the sprocket motor has jammed. Похоже, цепной механизм This thing won't заклинило. be moving anytime soon. Эта штуковина еще не скоро сможет двинуться с места. Вариант ответа. Для Альби все годится. Жены любовницы бармена, но не лифты. И второй Арно, ты можешь его починить? Давайте выберем второй.
Arno, can you fix it? Maybe, but I need some tools. I think we'll also need to reset the power circuits. Может быть, мне понадобятся инструменты. Думаю, нам придется перезапустить сети питания. Так. The tortured groan of grinding metal echoes up and down the lift shaft. Вверх и вниз по It's шахте лифта unlikely to go разносится unnoticed by the building's night watchman. мучительный стон скрежещего металла. Сомневаюсь, что он не привлечет внимание ночных стражей здания. Arno will need a few tools to fix this. He also said something about resetting the power circuits. Похоже, Арно понадобятся какие-то инструменты, чтобы починить его. Еще он сказал, что придется перезапустить сети питания. Так. We must not quit. We must not quit. Так, окей, где у нас Арно? Давайте... ну, наверное, без этих не будет. The Всё tortured понял. groan. Arno will need a few tools to fix Понятно. this. They'll He never also win. said something about resetting the power circuits. Так, пускай она вскроет замок нам, пока мы пьем кофейку. Так, что у нас там? У нас вроде все нормально, да? What is it? Так. Ой. Он идет сюда. Черт возьми. Блин. Надеюсь, не... нет, все нормально. Так. Do you mind? What is it? Откроет нам дверку. Еще мы прокачали с вами беззвучность, поэтому... Блин. Давай. Надо сюда сиску, похоже, подзывать, иначе мы не вскроем с вами замок. Да какого хрена? Или как-то там нужно по-другому, нужно было нажать, да? Говорю еще раз, давно очень не играл, поэтому What is it? забыл, как это все делается. Ну ничего, в принципе, вспомнить тут не так долго. Так, интересно, они могут прятаться сразу за одним этим, тем же укрытием? Или нет? Видимо, нет. Ладно, пускай та туда пойдет пока. А мы тут по-мужски разберемся с одним чуваком. Так, все. They'll never win. Слушайте, тут же наверху был какой-то, нет? Нет, я думал, это люк, а на самом деле это просто из окна свет. Ладно. Так, отлично. Так, тут, наверное, инструменты нет, да, вам похоже на то.
Я не подхожу для этого. В смысле, ты не подходишь для этого? А для чего ты подходишь? Блин, значит нужен Арно. Ладно, пускай пока идет. Equipment is strewn across the front desk of the classroom. Arno rifles through the mess to claim a pair of pliers and a monkey wrench. Передний стол классной комнаты завален оборудованием. Порывшись в этой куче, Арно находит пассатижи и разводной ключ. Так, ну все, давайте тебе дуть обратно. Так, этого мы тоже сюда поставим, но пускай стоит у нас вот тут вот, мало ли чего. Так, а эти... Так, ну какого хрена? Стой тут нафиг. They'll never win. Так, все, давай чини. The tortured groan of grinding metal echo. Arno will need a few tools to fix this. Так, He also said инструмент something about нашли. resetting the Какого power хрена? circuits. Arno will need a few tools to fix this. He also said something about resetting the power circuits. И, собственно, а что ему еще нужно? Нет, ну это все понятно, но инструмент-то мы нашли. Tools to fix this. He also said something about resetting the power circuits. Do you mind? Очень странно. Arno will need a few tools to fix this. He also said something about Или же resetting the нужен нам power какой-то, circuits. видимо, этот генератор, чтобы перезапустить его. А где это еще, блин, есть? Do you mind? Ладно, пойдем тогда Уилтон пока что вниз. Это аудитория тут. Так, тут ничего нету. Не похоже, что нет. Ты что творишь? Подожди. Так, куда он сейчас пойдет? Он ходит понизу, да? Блин. Надо, значит, сейчас добежать донизу. Там сныкаться. Если там, ну, скорее всего, там можно. За поворотом. Давай, давай, давай. Вот. Хорошо. А вот, собственно, генератор, который нужно отключить реношкой. Так, где он у нас? Вот он. Что, сейчас, в принципе, свободно можно и бежать, на самом деле. Так, не, на самом деле, как бы, нуар прикольный, такой достаточно атмосферный. И я рад, что, собственно, я опять в него The fuse cupboard is full of dusty junk.
Arno caresses a few of the dials and switches until the one В labeled lift электрощитовой motor полно lights up. пыльного хлама. Арно теребит пару переключателей, пока не загорается один лифтовой механизм. Так, что, все? Ой, что тут? Stern lettering hangs above the grand entrance, corroded by hundreds of years' worth of pigeon droppings of the words Scientia Doctrina Robus. Главный вход украшает суровую надпись. Под столетним слоем глубинного помета видны слова Scientia Doctrina Robus. Так, тут монеток нету, интересно? Есть, кстати. Просто монетки тут как бы тоже необходимая вещь. Вообще все эти коллекционки обычно как бы, ну и не нужны в принципе, но в данном случае, например, на них сами видели прокачка идет. А прокачка нам облегчает жизнь, собственно. Поэтому давайте-ка тут все осмотрим по-бырому. Так, еще одни монетки. Давайте сюда заглянем, возможно, тут что-то есть. А как туда пройти? А, тут дверь. И тут еще одни. Так, ясно. Так, ну пускай Арно бежит. Вот еще монетка. И все. Так, окей. Не забываем закрывать двери, мало ли чего произойдет. Так, все, Arno is пускай. tinkering with the bolts and gears of the lift's sprocket system. He seems genuinely contented. Арно экспериментирует с болтами и колесиками цепного механизма лифта. Ему это явно доставляет удовольствие. That should do it. Let's go. Теперь должно заработать. Поехали. Так, дали ачиву. Типа механик или там. Чинщик. Не знаю, как назвать. Чинитель. Может, мужик, который чинит. Так, едем на третью. На третий ярус. Так, монетку пропустили. Тут, блин, тут нельзя сныкаться. Ладно. Do you mind? Так, пускай тогда Арно пока здесь посидит. Вот так вот. What is it? А вот сиска мне понадобится. Так, отлично. Так, сходим давайте пока наверх. К здоровенному телескопу. The old Hessling telescope dominates the observatory. It brings back old memories of my time here as a young chemistry student at the University of В общем, Арно Vienna. говорит, что здесь этот здоровенный телескоп торчит в безмолвной пустой обсерватории. Это внушительная глыба, напоминает мне о времени, когда я провел здесь, будучи студентом-химиком,
Венского университета. Those days now feel more distant than the galaxies we gazed at all those years ago. Те деньги кажутся еще более далекими, чем те галактики, которые мы здесь созерцали столько лет назад. Так, понятно. Давайте тогда обыскивать. Мы все должны быть здесь. Окей. Вперед. Ну, кстати, тут более-менее безопасно, потому что сюда же можно добраться через лифт. Похоже, эти пыльные папки с патентами никто не трогал уже тысячи лет. А ведь счастливые владельцы их бумажек когда-то надеялись, что именно их прекрасные идеи изменят мир. We're in the right place. I need time in the archives. Make sure no one disturbs me. Мы в нужном месте. Мне надо немного времени, чтобы изучить архивы, проследить, чтобы меня не беспокоили. They'll never win. Так, а, собственно, кто нас побеспокоит-то? Если сюда только с помощью лифта можно. А? Интересно. Так, давайте спросим, может он уже The все. serial number corresponds to the Zwettl metalwork plant. Let me find the full profile. Ага, фабричный номер соответствует металлопрокатному заводу Цветль. Сейчас я найду его полные данные. Pretty smart. Where did you find this guy, Wilt? Ну, где-то нашел его Уилд. Oh no. The truth is that he found me first, right in his rifle crosshairs, a few miles outside of Passau back in 1917. Арно? По правде говоря, это он нашел меня прямо в прицеле своей винтовки в нескольких милях от Пассау, аж в 1917 году. Our friendship blossomed in the exact moment we should have been trying to kill each other. Наша дружба расцветала именно тогда, когда мы должны были вовсю стараться убить друг друга много лет тому назад. Интересно, кто они по национальности? Вот это вот вопрос. И говорят они, как вы уже поняли, о Первой мировой войне, но пока что не ясно, кто есть кто. A special moment in my life. But our stories must wait. I have the factory profile. Это был особый момент в моей жизни, но это можно и потом обсудить. Я нашел данные завода. It's a small enterprise established in 1914 during the war. 180 workers making metal casings, ball bearings and munitions cartridges. Это небольшое предприятие, основанное во время войны в 2014 году. 180 рабочих производят металлические корпуса, шарикоподшипники и гильзы для снарядов. You think this canister could be some sort of weapon? Думаешь, эта канистра представляет собой какое-то оружие? Possibly, although it doesn't look like anything I saw during the war. Возможно, хотя она не похожа ни на что, что я встречал во время войны. So, do we go to Svettl? Что ж, мы едем в Цветль. I think you should find Ignaz. The hotel is only across the square, and he knows more than we can learn from Zwettl. Думаю, тебе надо найти Игнатца. Отель находится по ту сторону площади, а он знает больше, чем мы сможем узнать в Цветль. It's not really a job I'm best suited for. You know where to find me if you need more help later. Эта работка не для меня. Вы знаете, где меня найти, если вам еще понадобится помощь. Так, теперь что, мне нужно в отель дойти? Ну, на самом деле, у нас еще есть время, минут 5. Так, значит, нам нужно на нулевой. Возьмем с собой, давайте, сиску. Она же может всякая взломать, закрыть. Так, и заодно проверим всякие тут места. У меня такое ощущение, что мы могли пропустить. А, все, да? Вот. Чё? А, вот. Так, вперед пускай идет мужик.
потому что он может душить всяких гадов. Зайдите в отель. Так, окей. The hotel is just up ahead. This won't be easy. Ignace is on the run and probably has some hired muscle backing him up. Отель совсем близко, придется нелегко. Игнат в бегах, его наверняка охраняют наемные бойцы. And I doubt he'll be eager to share his secrets with us. Я, в общем, не надеялся, что он просто так захочет поделиться с нами своими He секретами. may have no choice. If Rendane have cut him loose after his loss of the distillery planes, he'll be scared and short of friends. Но ему придется, если Рандайн обозлится от него после утери планов спиртового завода, то он напуган и будет рад новым друзьям. Так, ладно. Че, он прям тут находится, да? Try to get your hands on the guest book. I'll deal with the clerk. Попробуй заполучить гостевую книгу, я займусь You администрацией. think Ignace is stupid enough to use his real name for a room booking? Думаешь, Игнат настолько глуп, что снял номер на свое настоящее имя? You think I'm stupid enough to think that? The book will just tell us which rooms are occupied. It'll save time. Думаешь, я настолько глуп, что так думаю? Если не узнаем, какие из номеров заняты, проверив лишь эти номера, мы сэкономим время. Такс. Ладно, искать Игнаца. Ну, сейчас давайте дойдем туда, посмотрим, что там. Слушайте, а почему они все, что типа, начинается этот? Осталось? Only rooms 2, 4, and 9 are occupied. Заняты только номера 2, 4 и 9. It looks like they're all in the left wing of the building. Let's get moving. Похоже, они все в левом крыле здания. Пойдем проверим. Так, в левом крыле, окей. Тогда она женщинка, пускай. Вот сюда куда-нибудь станет. Так, что там? Подвальчик. Это, видимо, туда нужно будет уходить, я так думаю, да? Вот пускай она здесь, кстати, будет. Чтобы ее не спалили. Хотя, возможно, нам понадобится, но это ничего, в принципе, такого. Мы ее потом тогда подзовем к себе. Какие-то бани или что-то такое. Так, ладно. Надеюсь, ее не спалят. Ой. Так, хорошо. Не, хорошо, мы вкачались, теперь смотрите, прям он может и бегать, да? И его никто не слышит. Так, тут замок нужен. Давайте сначала, наверное, тогда угрозу устраним пока что. Так, ну а проверять квартиры, точнее комнаты, мы уже пойдем в следующей серии. На этом давайте закончим. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Тем более, что сейчас там проходит конкурс на получение лицензионной копии игры Shelter 2. Условия конкурса на стене в топе. Вот. С вами был Макс Гюнтер.
Всем пока.